Здорово, братишки, сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nix and Play. Победителями в прошлом розыгрыше стали Slav 7 сервера RU3 и ABXB сервера EO1. Призы я отправил вам на кладовщика кухни Гурмана. Кому не повезло, не расстраиваемся, для вас у меня новый розыгрыш. Эти вещи дали Макрос, Дайлер, Сходы Лайв, Игром сервера RU3 и Чизи сервера EO1. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно обязательно подписаться на канал, подписку я проверяю, и написать комментарий, не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги розыгрыша будут 3 или 5 июня. Все зависит от того, успею ли я вернуться обратно и сделать видео или нет. А куда я уезжаю и чем буду заниматься, ты сможешь посмотреть в моем закрытом телеграм-канале. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Приятного просмотра. В прошлой серии я вышел из игры возле курьера, так как он попросил дать ему время для связи с военными. Именно с этого момента я и начинаю 8-ю часть по прокачке новичка с нуля. Подсказка на 7-ю часть, если ты ее не видел, в правом верхнем углу экрана. По истечению положенного времени задание обновилось, и я подхожу к курьеру, чтобы узнать, каковы наши успехи. Курьер, в свою очередь, отправляет меня к Штакету, чтобы выяснить, чем он сможет помочь в сложившейся ситуации. Штакет же, как обычно, сидит в своем подвале в квадрате D23. Прояснив некоторые моменты по данной ситуации, для мирного регулирования конфликта Штакет предлагает убрать дезертиров. Эту весть нужно было как-то донести до других бродяг. Штакету же за меня слово молвить было не положено, поэтому он предложил подогреть братву ништяками и поговорить с ними лично мне. После этого диалога со Штакетом мне прилетело следующее задание – Худой мир. По этому заданию требовалось собрать греф для братвы. Список Магарыча был не таким-то уж и большим. 5 пачек чая, 6 блоков сигарет и 10 малых сухпайков. 6 блоков сигарет я купил у Митрофана в ДК. Одну пачку чая я купил с доски за 7000. Остальные же покупать не стал, так как было очень дорого. В надежде найти чай подешевле, я отправился в деревню Гурмана. Придя на Гурман, пишу объявление о покупке чая. И, к моему великому сожалению, мне так никто и не ответил. Зато я выяснил, что малые сухпайки можно купить у скупщика хабара в бывшем здании милиции. Очки торговли для покупки у меня были, поэтому я незамедлительно отправился обратно в Любич. Закупив у Полищука малые сухпайки, это местный завхоз в здании милиции, я отправился снова в деревню Гурмана в надежде вырубить оставшиеся предметы на греф братков. Кричал на Гурмане, что куплю чай, но все было без толку. В итоге чай мне дал призрак взамен на мою фирменную нашивку от Никсона. Спасибо тебе, брат, за чаек. И одну последнюю пачку я купил у Брутала за 7000 рублей. Собрал все барахло и двинул в лагерь к Макрухе в квадрат С22. Пока бежал к Макрухе, я вспомнил про то, что мне нужно забрать сводки с окрестностей для Литовского. Хорошо, что это было по пути, и как раз пробегая мимо Андера, я зашел к нему на огонек в квадрат Б32, забрал сводки и продолжил поход до Макрухи. Макруха меня уже ждал, и первым вопросом от него было: Ты не с пустыми руками пришел. ну конечно же нет, предупрежден я уже. Отдал Магарыч для людей и поговорил по душам с бандитом. Из нашего диалога выяснилось, что бандиты нисколько не хотят уступать военным, поэтому договориться мирно у нас не получится и придется выбирать между военными и бандитами. Прежде чем бежать до курьера в Любич, я решил сбегать к Шперлингу за сводками, о которых просил меня Литовский. Поговорив со Шперлингом, задание обновилось, так как все данные были собраны, и мне оставалось только отдать сводки. Но бежать на Везувий в мои планы сейчас не входило, поэтому я отложил это дело на потом. Братишка, важная информация. Если ты хочешь себе премиум, чтобы быстро прокачаться и прибыльно фармить, но купить у тебя по каким-то причинам его не получается, не проблема. Просто вводи промокод NIX в меню игры, он подарит тебе бесплатный премиум на аккаунт. С ним ты сможешь удвоить получаемый опыт за квесты, тем самым быстрее прокачать своего персонажа. Промокод работает абсолютно на всех платформах. Steam, VK или Launcher, неважно, но учти, что время промокода ограничено, не упусти свою бесплатную возможность. На Гурмане я решил докупить нехватающую электронику для фрола и получить почти халявный МЗА и малый контейнер для артефактов. Также Фрол выдал мне задание стаб-раствор за услугу. Купил подушку альфа с доски, выполнил квест и получил халявный стаб-раствор. Все полученные предметы с Фрола я сразу же выставил на продажу, потому что в них нужды у меня пока что не было, а в финансах сталкер нуждается всегда. Также пока был на Гурмане, я отдал посылку для Морозова, которую забирал в прошлой или позапрошлой серии, уже не помню, просто постоянно забывал ее отдать. После чего я отправился в Любич к курьеру, чтобы рассказать обо всем, что мне удалось выяснить. Следующее задание от него было Худой мир, условия и задачи. По нему мне нужно было бежать на Везувий к следователю и поделиться всей собранной информацией. Заскочил в деревню Гурмана, закупил чистилок и подшив и отправился через аэропорт в лагере гида. Закупился я для того, чтобы скинуть все эти предметы про запас на кладовщика в лагере, так как первое время торговля с гидой у меня будет закрыта, а именно до тех пор, пока я не накоплю 3000 репутаций в этом лагере. Придя на эгиду, я оставил все свое барахло у местного кладовщика, затем сдал все ежедневные задания, которые брал до этого и попутно их выполнял, затем пробежался по всем обитателям этого лагеря и взял
все доступные задания у них. Делаю я это для того, чтобы быстрее накопить 3000 репутаций в лагере эгида. Как накоплю, мне уже будет доступна торговля, а также очень важный и удобный переход с Везувия на аэропорт. Дальше в планах у меня было сбегать на радиовышку и рассказать следователю обо всем, что мне удалось узнать про груз военных и бандитов. Следователь похвалил меня за проделанную работу и предоставил выбор, кому мы сольем информацию о грузе. Выбор был между военными и бандитами. Я на минутку задумался и выбрал помочь бандитам, так как мне в дальнейшем требовалась репутация черного рынка. Я получил задание «Худой мир. Воровское солнце». По нему мне нужно было передать информацию про груз Борову и забрать свою положенную награду. На окрестности я пока что не собираюсь, так что откладываю это задание на потом. Тут же подошел к Литовскому, чтобы отдать данные с окрестностей, и забрав свою положенную награду, я пошел на болото собирать яйца Верлиок по квесту от эгиды. Проходить по топям было нелегким занятием, потому что Верлиок там кишмя кишит. Аккуратно выманивая по одной со спота, я подбирался все ближе и ближе к намеченной точке. И тут на моем пути появилась желтая Верлиока. На минутку, у этой твари 12 тысяч хп, и что я сделал? Правильно, побежал. Добежал я до респы, и аккуратно, без шума и пыли, мы с напарником ее обезвредили. Заодно при разделке я собрал образец, который нужен был по квесту от Живодерова. Спустя некоторое время с большим трудом я все же добрался до нужной кладки яиц. Взял образец и пошел ко второй кладке. Во втором месте было уже попроще, так как львиную долю верлек мы просто-напросто зачистили, и пока они не перереспались, я провернул свое дельце и собрал яйцо со второй кладки. Удачно собрав все яйца, я пошел к Мокрухе, чтобы сообщить информацию о грузе и забрать свою награду за задание «Воровское солнце». Попутно я заскочил на гурман, скинул ненужный хабар на склад, затарился аптечками, патронами и двинул к Мокрухе. Найдя в поселении Борова, я сообщил ему информацию про ценный груз, взамен получил награду. В общем, награда за задание была хорошая, за исключением бронежилета. Это самый говёный и никому не нужный броник, я просто замучился его продавать. На этом все мои приключения на сегодня закончились. Я сбегал до лагеря Шлеймовича, продал там найденную на окрестностях подушку и завершил трансляцию. Спасибо за просмотр, обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео, и пиши комментарий. Для меня очень важна твоя поддержка. Дальше только интереснее. Увидимся в зоне, сталкер. Иди, не мозоль глаза.